4 месяца назад самая большая инвестиционная компания в мире BlackRock подала заявку на запуск спотового биткоин ETF на рынке США. Вот только тогда все восприняли это как обычную положительную новость и особого значения этому не придали, потому что были более чем уверены, что SEC просто отклонит эти заявки и об этом все забудут. Но наша команда Coin22 прекрасно понимала, что это гораздо больше, чем обычная хорошая новость. Еще тогда мы выпустили наше первое видео про ETF BlackRock, в котором я говорил, что нам стоит готовиться к масштабному булрану, ведь с одобрением ETF биткоин получит новый приток капитала на сотни миллиардов долларов. А также я не просто так в каждом из этих видео на протяжении последних 4 месяцев продолжал говорить: покупайте биткоин, неважно сколько он стоит. 25 покупайте, 28 покупайте, 30 тоже покупайте. Потому что не иметь в своем портфеле биткоин, когда такие гиганты как BlackRock, Fidelity, ARK Invest и Wisdom 3 со дня на день войдут в эту игру, фатальная ошибка. Ведь поверьте, играть они будут по-крупному. И речь уже идет не о миллиардах, а о триллионах долларов. И поскольку аж с 2015 года все ждали, когда же биткоин начнут скупать институциональные инвесторы, единственный вопрос, который остается: сколько будет стоить биткоин после одобрения ETF. И как раз таки сегодня в видео вы это узнаете. А также я вам расскажу, почему после ETF биткоин уже не будет прежним, какие подводные камни готовят для нас крупные фонды и зачем BlackRock выбрали именно биткоин. Уверяю вас, видео будет очень интересным, поэтому обязательно посмотрите его до конца, а перед просмотром поставьте ему лайк. И давайте наберем 800 лайков, чтобы новый ролик вышел гораздо раньше. За поддержку вам заранее спасибо, желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, давайте начинать. Итак, дамы и господа, я думаю, вы согласны, что на таком нереально активном рынке нужно получать актуальную информацию как можно быстрее. Правда, пока вы найдете новость, почему биткоин опустился ниже 34 тысяч, может произойти все что угодно. Но те, кто подписан на наш Telegram, следят за крипторынком в режиме онлайн и ежедневно получают только эксклюзивную информацию. Ведь где вы еще можете узнать название 3 монет, которые Илон Маск планирует интегрировать на платформу X, после чего в 2024 году это приложение полностью заменит банки и многие другие сервисы. Этот пост мы опубликовали еще вчера, так что подписывайся и узнай, какие монеты запампит сам Илон Маск. А что касается стоимости биткоина после одобрения ETF, то на этот вопрос нам помогут ответить различные отчеты, технические данные и интервью экспертов, которые уже не один раз составляли удачные прогнозы по биткоину. А также лично мне было бы интересно узнать именно ваше мнение, сколько будет стоить биткоин после одобрения ETF, ведь каждый думает абсолютно по-разному. Так что оставляйте ваш прогноз в комментариях и напишите, почему вы ожидаете ту или иную цену. Но для начала давайте вспомним, что вообще такое ETF и какое значение он имеет для биткоина. Максимально простым языком ETF это фонд, который владеет определенным активом, и акции этого фонда торгуются на фондовых биржах, а инвесторы, которые покупают эти акции, получают долю владения этим фондом. В случае с биткоином покупка одной акции ETF позволит инвесторам владеть им напрямую, без лишних криптобирж и дальнейшего хранения на кошельках, ведь всю эту сложную работу берет на себя BlackRock. Спросите, почему нельзя просто купить биткоин на биржах? Ответ простой. По большей части ETF нужны для институционалов, то есть крупным компаниям и корпорациям. А поскольку они будут инвестировать деньги розничных инвесторов, им нужно отчитываться за каждый потраченный и заработанный доллар, после чего платить налоги. А вот популярные криптобиржи, которые работают в офшорных зонах, для этого совершенно не подходят. И в принципе сам факт того, что ETF должен привлечь огромный капитал со стороны этих крупных инвесторов, и запампил биткоин на 40% вверх. Но что же на самом деле будет, когда ETF одобрят? И здесь давайте начнем с отчетов. В прошлом нашем видео я кратко разобрал анализ от Galaxy Digital, но давайте рассмотрим его более детально, ведь там остались определенные моменты, которые все же стоит озвучить. Во-первых, аналитики Galaxy Digital пришли к выводу, что спустя год после одобрения ETF он получит новый приток капитала в размере 14,4 миллиарда долларов, а цена самого биткоина вырастет на 74% в течение 12 месяцев. Согласитесь, прогноз очень положительный, но каким образом они получили цифру в 14 миллиардов долларов? Поскольку на сегодняшний день под управлением брокеров, банков и инвестиционных компаний США хранится более 48 триллионов долларов, аналитики взяли меньше 1% от этой общей суммы, которую эти инвесторы готовы вложить в биткоин. Да, друзья, лишь маленький кусочек от этого огромного финансового пирога легко может увеличить капитализацию биткоина за считанные месяцы. Ведь, как говорил тот же Ларри Финк, клиенты BlackRock хотят безопасно инвестировать в криптовалюту, из-за чего им крайне важно, чтобы биткоин ETF был одобрен. И когда у нас возникает
вопрос, что же будет с ценой биткоина после одобрения ETF, я не могу пропустить 2004 год, когда на рынке США был запущен первый ETF на золото, после чего цена драгоценного металла выросла аж на 400%, поскольку капитализация золота в 24 раза больше и золото имеет на 36% меньше запасов в инвестиционных инструментах по сравнению с биткоином, можно предположить, что объем притока средств в долларовом эквиваленте окажет примерно 8 раз больше влияния на рынок биткоина по сравнению с рынком золота. К 2004 году инвесторы также не могли покупать золото напрямую, а пользовались не особо удобными фьючерсами. Но ETF полностью решил эту проблему, и как вы видите, в золото хлынули миллиарды долларов. Но в случае с биткоином умные инвесторы понимают, что не обязательно покупать его только после одобрения ETF, потому что самое большое движение он показывает именно до этого события. И те, кто думает, что биткоин и альты полностью исчерпали свой потенциал и сейчас на них нереально заработать, давайте просто посмотрим на график, допустим, BNB, который продолжает торговаться в широком диапазоне, из которого можно извлекать прибыль. И, кстати, аналитики нашей подписки Coin22 Pro на днях высчитали отличную точку входа в лонг по BNB, на котором все участники Pro заработали от 50% чистого профита. Также мы заработали от 45% на шортах по AVAX и еще на многих других сделках, потому что на этом активном рынке наши аналитики работают 24/7, чтобы вы получали качественные и прибыльные торговые идеи. А если ты никогда не торговал, то готов тебя обрадовать, ведь для всех новичков мы предоставляем пошаговое обучение и сопровождение от наших специалистов. Так что не упускай свою потенциальную прибыль, а переходи на наш официальный сайт по ссылке в описании, ознакомливайся со всеми условиями и начни зарабатывать с подпиской Pro уже сегодня. Дополнительный анализ на предстоящий биткоин-цикл сделали эксперты Metricsport. И в своем отчете они сделали акцент на пятый булран, который будет связан с приходом институциональных инвесторов, о чем я говорил в начале. В отчете они пишут, что характеристики биткоина, которые традиционно ассоциировались с такими активами, как золото и другими инвестициями-убежищами, как казначейские облигации, побудили учреждения рассматривать биткоин как средство диверсификации и распределения своих активов. Это не совпадение, что биткоин растет в то время, когда соотношение долга к ВВП США достигает рекордного уровня. То есть, как я говорил еще в прошлом ролике, ETF это не главный катализатор, который толкает биткоин вверх. Ведь все больше инвесторов рассматривают его для сохранения своего капитала. И официально этот пятый булран начался 22 июня этого года, когда биткоин впервые за год достиг нового годового максимума. В отчете Metricsport говорится, что биткоин может стоить $125 тысяч к декабрю 2024 года, потому что кроме ETF биткоин ждет халвинг, а идеальное время покупки перед халвингом это за 14 или 16 месяцев. Поэтому никто не отменяет тот факт, что к 2025 году биткоин будет стоить выше 100 тысяч, особенно с приходом крупных игроков, таких как BlackRock. И в этом плане мнения многих экспертов сходятся. Например, известный инвестор в технологии Энтони Помплиано в интервью CNBC назвал биткоин самым дисциплинированным центральным банком в мире, ведь его не волнуют новости или геополитика. А по поводу одобрения ETF Энтони сказал: BlackRock собирается запустить биткоин ETF. Вы видите, что они готовятся к одобрению. Не думаю, что BlackRock проходил бы через это все, если бы не был уверен. Существует риск для репутации. Люди знают, что делают. Скорее всего, инструмент будет одобрен. А также он подчеркнул, что рост цены биткоина примерно с $3000 до последующих пиков был вызван шоком спроса и предложения. Такие факторы, как агрессивное печатание денег и низкие процентные ставки, побудили инвесторов обратить внимание на биткоин, как на средство сбережения. А учитывая нынешний экономический климат с высокими процентными ставками и попытками избежать дальнейшей печати денег, может быть подготовлена почва для возобновления интереса к биткоину. И это абсолютно правильно. А вот ETF станет возможностью для инвесторов сохранить свой капитал в биткоине. На этих доводах аналитик Том Ли также придерживается мнения, что к концу 2024 года биткоин может превысить $150 тысяч, если в США будет одобрено несколько спотовых биткоин ETF. А также, по словам лидера блокчейнов Пола Броуди, биткоин уже давно перестал быть платежным средством, и все его рассматривают как перспективный надежный актив. И дополнительно Кэти Вуд, которая подавала ETF-заявку от ARK Invest, считает, что ETF одобрят и его цена вырастет до рекордных 200 тысяч к 2030 году. Конечно, все эти эксперты берут широкие временные рамки и прогнозируют достаточно высокие уровни. Но что будет в момент самого одобрения ETF? Учитывая, что после фейковой новости биткоин сразу же вырос на 10%, можно предположить, что нечто подобное произойдет и в момент официального заявления от SEC. Только я думаю, что рост составит не 10, а около 20%. Спросите, почему именно в процентном соотношении? Да потому что
что первое решение мы получим не раньше января следующего года, и за это время никто не отменял локальную коррекцию, но скорее всего цена биткоина после одобрения ETF будет выше 35 тысяч, поскольку давайте не забывать, кто сейчас удерживает биткоин на текущих уровнях. И да, это долгосрочные холдеры. Сейчас показатель холдеров находится на самом высоком уровне, и теперь, когда биткоин пробивает новые максимумы, он не падает так быстро, как это делал ранее, ведь готовится к предстоящим покупкам от BlackRock и других крупных компаний. Но помните, вначале я говорил, что после прихода больших фондов биткоин уже не будет прежним. Так вот, это связано с тем, что после одобрения ETF все правила на крипторынке будут устанавливать те самые фонды, которые всегда играют против розничных инвесторов, то есть нас. Ведь главная задача любого фонда – это заработать как можно больше денег своим клиентам. И поверьте, у BlackRock, Fidelity и других крупных компаниях есть десятки очень умных, а главное квалифицированных людей, которые будут вести против нас игру, потому что весь рынок – это одна большая игра. Если кто-то зарабатывает, значит кто-то теряет. И впереди нас ждет очень много сюрпризов. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш Telegram, ведь только там вы можете оставаться в курсе всего, что происходит на рынке. А с приближением ETF это очень важно. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И увидимся в следующем видео. Вам желаю удачи, до скорых встреч!